Торговая марка Tenco представляет вашему вниманию электрический котел Стандарт Digital. Сейчас распакуем наше устройство. Котел поставляется в фирменной картонной упаковке. В комплекте к котлу идет инструкция по монтажу и эксплуатации, перечень сервисных центров, инструкция для разметки монтажных отверстий на стене и сам прибор. Данная модель котла предназначена для отопления помещений площадью до 150 квадратных метров или как дополнительное устройство в действующей системе отопления. Котлы данной серии изготавливаются от 3 до 15 кВт и комплектуются насосом Grundfos производства Дании. Подключение возможно в однофазные или трехфазные сети с напряжением питания 220 или 380 вольт. Эксплуатируется только в системе закрытого типа. В серии котлов Стандарт Digital есть возможность управлением насоса до и после включения тена. Также имеется два датчика, регулирующих температуру по воздуху и теплоносителю. Надежную работу котла осуществляет итальянская гидрогруппа безопасности, а именно автоматический воздухоотводчик, цифровой датчик давления, предохранительный клапан. Котлы имеют также дополнительную систему защиты, дублирующий модульный контактор. При этом основным коммутирующим устройством являются высоконадежные, малошумные механические реле в котлах до 6 кВт с подключением 220 вольт и модульные контакторы в котлах с большей мощностью. В котле есть клемма для подключения внешних устройств, замкнутая перемычкой. К этой клемме можно подключить комнатный термостат, суточно-недельный программатор и датчик протока. Теплоноситель в системе регулируется плавно в диапазоне от 20 до 75 градусов Цельсия. Серия Стандарт Digital имеет 3 ступени мощности. Включение ступеней осуществляется кнопками. Кнопка ступень 1 включает 1 тен, кнопка ступень 2 включает 2 тена, нажатие на обе кнопки включает 3 тена. Оптимальный объем теплоносителя и сечение проводника приведены в таблице. Детально про монтаж и настройку смотрите дальше. Сначала необходимо снять крышку корпуса, выкрутив винты, удерживающие ее с помощью крестообразной отвертки. Закрепите котел на стене с помощью 2 дюбелей через специальное отверстие для крепления на задней панели котла. Подключение котла к системе осуществляется патрубками с резьбовым соединением на 3/4 дюйма. Патрубок подачи снизу слева, патрубок обратки снизу справа. После присоединения котла к системе заполните систему теплоносителем и проверьте на герметичность. Провода питания прибора необходимо предварительно подключить через автомат защиты и УЗО и далее к специальной клемме с обозначением фазы и нейтрали. Винты на клемме затяните с помощью отвертки с плоским шлицем. После подключения проверьте надежность всех проводов. Настройка котла серии Digital осуществляется с помощью цифровой панели. С помощью кнопок «Сеть», «Ступень 1», «Ступень 2», расположенных в верхней части панели, выполняется включение котла и выбор степени нагрева. Ниже кнопок расположены 4 индикатора, которые сигнализируют состояние работы котла. С помощью кнопок «Ок», вниз и вверх осуществляется навигация по разделам меню и установка значений. Котел может находиться в 2 состояниях – в состоянии контроля температуры и состоянии настройки. После включения кнопки «Сеть» котел переходит в состояние контроля температуры. При этом происходит опрос температурных датчиков, после чего поточная температура теплоносителя или воздуха выводится на дисплей согласно настройкам, установленным ранее. Также в соответствии с выбором ранее режимов работы и управлением температурами теплоносителя и воздуха, электроникой котла принимается решение о включении нагрева. Если определено, что для поддержания установленных температур необходимо включить нагрев и кнопки ступеней 1 или 2 включены, на трубчатые электронагреватели тены котла подается напряжение питания и загорается индикатор нагрев.
Далее котел продолжает управлять нагревом, насосом и отображать текущие значения температур в соответствии с заданными настройками. Переход в состояние настройки осуществляется нажатием кнопок «Ок». Главное меню состоит из 5 разделов, каждый из которых имеет свое символьное обозначение для отображения на цифровом дисплее. В таблице приведен перечень разделов меню и их символьные обозначения. Выбор нужного раздела производится кнопками вверх и вниз. Вход в раздел кнопкой «Ок». Установка температуры воздуха. Раздел «Температура воздуха» позволяет задать границы температуры воздуха в контролируемом помещении, при достижении которых нагрев будет прекращен либо возобновлен. Данные настройки необходимы для работы котла в режиме контролирования по температуре воздуха. Для их установки необходимо перейти в состояние настройки, после чего, как показано на цифровом дисплее, отобразится символьное значение Т1 и загорится индикатор воздух, что указывает на нужный раздел. Для входа в выбранный раздел необходимо нажать кнопку «Ок», после чего индикатор воздух начнет мигать, а на дисплее отобразится заданное значение температуры воздуха, при достижении которого нагрев будет отключен. Это значение можно изменять в диапазоне 10-40 градусов Цельсия кнопками вверх и вниз. После повторного нажатия кнопки «Ок» на дисплее отобразится заданное ранее значение температуры воздуха, при достижении которого нагрев будет возобновлен. Это значение можно изменять в диапазоне 9-39 градусов Цельсия кнопками вверх и вниз. Минимальная разница, которую возможно задать между значениями температур воздуха для отключения и возобновления нагрева – 1 градус. Для возвращения в главное меню необходимо еще раз нажать кнопку «Ок». Установка температуры теплоносителя. Раздел «Температура воды» позволяет задать границы температуры теплоносителя в системе, при достижении которых нагрев воды будет прекращен либо возобновлен. Данные настройки необходимы для работы котла в режиме контролирования по температуре носителя, а также учитываются в режиме контролирования по температуре воздуха. Для их установки необходимо перейти в состояние настройки, при помощи кнопок вверх-вниз на цифровом дисплее выбрать символьное значение Т2. При этом загорается индикатор «Вода». Для входа в выбранный раздел необходимо нажать кнопку «Ок», после чего индикатор «Вода» начнет мигать, а на дисплее отобразится заданное ранее значение температуры теплоносителя, при достижении которого нагрев будет отключен. Это значение можно изменять в диапазоне 20-75 градусов Цельсия кнопками вверх или вниз. После повторного нажатия кнопки «Ок» на дисплее отобразится заданное ранее значение температуры теплоносителя, при достижении которого нагрев будет возобновлен. Это значение можно изменять в диапазоне 19-74 градуса Цельсия кнопками вверх и вниз. Минимальная разница, которую можно задать между значениями температур теплоносителя для отключения и возобновления нагрева – 1 градус. Для возвращения в главное меню необходимо еще раз нажать кнопку «Ок». Выбор режима работы. В разделе «Выбор термостата» осуществляется выбор одного из двух основных режимов работы котла – режима встроенного термостата или режима внешнего комнатного термостата. В режиме встроенного термостата электроника котла управляет нагревом со встроенным датчиком температуры. Котел оснащен 2 датчиками температуры – датчиком температуры воздуха и датчиком температуры теплоносителя. Имеется возможность выбрать, по какому из датчиков котел будет управлять нагревом. В режиме внешнего комнатного термостата котел включает нагрев, если контакты клеммы комнатный термостат замкнуты внешним устройством, и включает нагрев при размыкании контактов клеммы. Для изменения режима необходимо перейти в состояние настройки и при помощи кнопок вверх и вниз на цифровом дисплее выбрать символьное обозначение P0. После входа в данный раздел нажатием кнопки «Ок» на дисплее отобразится активный на данный момент режим. Режиму встроенного термостата соответствует символьное обозначение IN, а режиму внешнего термостата соответствует символьное обозначение OUT. Также при выборе последнего загорается индикатор «Комнатный термостат».
Выход из раздела осуществляется нажатием кнопки «Ок». Выбор режима контролирования. В разделе «Выбор режима контролирования» осуществляется выбор одного из двух подрежимов – режима встроенного термостата, контролирование температуры теплоносителя или контролирование температуры воздуха. Если выбрано контролирование температуры теплоносителя, то котел управляет нагревом, ориентируясь на два значения. Значение температуры теплоносителя, при достижении которого в результате остывания теплоносителя после отключения нагрева нагрев будет возобновлен. При выборе контролирования температуры воздуха котел управляет нагревом, ориентируясь на два значения. Значение температуры воздуха, при достижении которого нагрев будет отключен, и значение температуры воздуха, при достижении которого в результате остывания воздуха в помещении после отключения нагрева нагрев будет возобновлен. При этом, независимо от температуры воздуха, нагрев также отключается, если температура теплоносителя достигает установленного значения отключения по теплоносителю и возобновляется при снижении температуры теплоносителя до установленного значения включения по теплоносителю. Таким образом, установленная температура воздуха в помещении достигается за счет интервалов нагрева, в течение которых нагрев разрешен датчиком температуры теплоносителя. Данный раздел является двухуровневым. Первый уровень служит для выбора режима контролирования. Второй уровень позволяет настроить, что будет отображаться на дисплее в состоянии контролирования температуры. Только температура среды, значение которой контролируется, либо значение температуры обоих сред поочередно. В случае, если выбрано отображение температуры обоих сред поочередно, определить, какое значение отображается в состоянии контролирования в данный момент можно при помощи светодиодных индикаторов, расположенных на панели управления. Для изменения режима контролирования или для того, чтобы узнать, какой режим выбран, сейчас необходимо перейти в состояние настройки и при помощи кнопок вверх и вниз на цифровом дисплее выбрать символьное обозначение P1. После входа в данный раздел нажатием кнопки «Ок» дисплей и соответствующий индикатор будут сигнализировать о выбранном активном на данный момент режиме. Режиму контроля температуры воздуха соответствует символьное значение T1 и зажженный индикатор воздуха, а режиму контроля температуры теплоносителя соответствует символьное обозначение T2 и зажженный индикатор вода. Далее, для выбора противоположного режима, если это необходимо, нужно нажать кнопку вверх или вниз, после чего следует нажать кнопку «Ок», что подтвердит выбор режима и выведет на дисплей второй уровень данного раздела. Возможные настройки второго уровня доступны при выборе контролирования температуры воздуха. Если на дисплее выбрано символьное значение T1, то в состоянии контроля температуры на дисплее будет выводиться только температура воздуха. Если же на дисплее выбрано символьное обозначение T12, то в состоянии контроля температуры на дисплее будет выводиться значение температуры воздуха и температуры теплоносителя поочередно. Возможные настройки второго уровня доступны при выборе контроля температуры теплоносителя. Если же на дисплее выбрано символьное значение T12, то в состоянии контроля температуры на дисплее будут выводиться значения температуры воздуха и температуры теплоносителя поочередно. После перехода на второй уровень текущего раздела и просмотра активной на данный момент настройки состояния контроля для выбора режима контролирования, можно изменить эту настройку на противоположную при помощи кнопок вверх или вниз и нажатием кнопки «Ок». Находясь на втором уровне раздела, производится подтверждение выбора отображаемой на дисплее настройки и выход в главное меню. Установка пауз насоса. Раздел «Насос» позволяет задать значение пауз, включения и выключения. Пауза включения – интервал между моментами включения насоса и началом нагрева тена. Пауза включения – это интервал времени между моментами прекращения нагрева тена и выключения насоса. Паузы можно задавать в диапазоне от 0 до 15 минут с шагом 1 минута. Если установить значение паузы включения или значение паузы выключения равным нулю, насос будет работать постоянно. Для изменения значения пауз необходимо перейти в состояние настройки и при помощи кнопок
вверх или вниз на цифровом дисплее выбрать символьное обозначение H. После входа в данный раздел нажатием кнопки ОК на дисплее отобразится заданное ранее значение пауз, включение, которое можно изменить при помощи кнопок вверх или вниз. Далее необходимо нажать кнопку ОК, что приведет к сохранению отображаемого значения паузы включения и выводу на экран значения паузы выключения. Значение паузы выключения также можно изменить при помощи кнопок вверх и вниз. Торговая марка Tenco – это качество, надежность, доступность.